Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как пользоваться светодиодным реквизитом серии AI. Этот реквизит обладает широкими возможностями и подойдет как новичкам, так и профессионалам. Мы разделили инструкцию на несколько уровней по сложности. Этот ролик будет самым простым. В нем я расскажу базовые принципы работы с реквизитом. Рекомендую посмотреть этот ролик всем, кто только начинает осваивать реквизит серии AI. Я намеренно упрощу некоторые моменты, чтобы не вдаваться в технические детали. Пожалуйста, внимательно следите за тем, что я делаю, и запоминайте правильную последовательность действий. Итак, сегодня мы узнаем, как включать и выключать реквизит, как выбирать режим его работы, как синхронизировать работу нескольких устройств, как заряжать реквизит и как менять на нем программу, а также что делать в непредвиденной ситуации. Я буду все показывать на POE. Тем не менее, эта инструкция актуальна для других видов реквизита. Если у вас только одно устройство, ничего принципиально тоже не меняется. Итак, начнем с самого главного, как включить наше устройство. Для начала вам нужно найти основную кнопку. Кнопка всего одна, она находится в специальном углублении на POE на конце устройства. На других видах реквизита, я думаю, вы ее без труда сможете найти. Кнопка, как я сказал уже, находится в углублении. Ее тактильно легко найти даже в темноте. И чтобы включить устройство, нам нужно нажать на кнопку и удерживать в течение 2 или более секунд. Давайте попробуем включить одно из устройств. То есть я нажимаю на кнопку, держу, и у нас устройство включилось. Светодиоды заморгали. Давайте повторим то же самое на другом устройстве. Я напомню, нужно нажать и удерживать кнопку 2 или более секунды. Если вы отпустите кнопку раньше, то устройство не включится. Как видите, вначале всегда отображается индикация уровня заряда. О ней я расскажу чуть позже. И чтобы включить, нужно подержать некоторое время. После включения устройства у нас начинают моргать светодиоды. Если устройство лежит, то мы с вами не видим никаких картинок. Если мы начнем его вращать или двигать, то картинка будет визуально видна. Картинки воспроизводятся в определенной последовательности. Эту последовательность мы называем программами. Вы можете менять программы, об этом я тоже сегодня расскажу. А пока давайте разберемся с режимами работы реквизита. Всего режимов работы 3. Это когда устройство включено, что мы сейчас с вами наблюдаем, оно воспроизводит программу. Также есть режим ожидания и режим, когда устройство выключено. Давайте познакомимся с следующим режимом. Режимом ожидания. И чтобы его активировать, нам нужно также нажать и удерживать кнопку. То есть мы нажимаем кнопку, но в этот раз уже удерживаем до синего светодиода. Также мы отпускаем кнопку, когда увидели синий светодиод, и устройство у нас переходит в режим ожидания. В режиме ожидания все светодиоды гаснут, кроме первого. Режим ожидания нужен для того, чтобы запускать программу в нужный момент. То есть вы уже подготовили реквизит, и когда необходимо, например, по музыке, вы можете вручную с кнопки запустить воспроизведение программы. Нажав на кнопку, как видите, воспроизведение у нас запустилось. Давайте снова активируем режим ожидания. Также нажимаем, держим до синего и отпускаем. У нас снова активировался режим ожидания. Как вы заметили, оба устройства у нас одновременно и включились. Начали воспроизводить программу и также одновременно перешли в режим ожидания. Это все потому, что реквизит при включении автоматически объединяется в группу для синхронной работы по беспроводной связи. Здесь есть только один важный момент. Чтобы синхронизация работала, вам важно сначала включить только одно устройство, подождать около 2 секунд, а потом включать все остальные. Остальные устройства можно включать в любой последовательности, они уже автоматически объединятся в группу. Давайте вернемся к режиму работы. Мы с вами познакомились с режимом, когда устройство включено и воспроизводит программу.
увидели режим ожидания, и теперь нужно научиться выключать устройство. Для того, чтобы выключить устройство, нам также нужно нажать и удерживать кнопку. Для этого мы сначала запускаем воспроизведение, если мы находимся в режиме ожидания. И после этого нажимаем и удерживаем кнопку уже не до синего светодиода, а до отображения уровня заряда. То есть мы нажимаем кнопку, видим сначала синий, потом заряд. Отпускаем кнопку. После этого устройство у нас выключается. Как вы заметили, у нас выключилось только одно устройство, а второе по-прежнему включено. Выключается устройство по отдельности. То есть синхронизация здесь не работает. Для того, чтобы выключить устройство, мы также сначала запускаем воспроизведение, а после этого также нажимаем и удерживаем кнопку до отображения индикации заряда. Каждый раз при выключении вы видите уровень заряда. То же самое при включении вы видите уровень заряда, который есть на реквизите. Всего уровней заряда 4. Как вы можете заметить, есть у нас красный светодиод. Это означает низкий уровень заряда. То есть, если вы видите только один красный светодиод, значит, устройство проработает недолго. Нужно ставить устройство на зарядку. Один синий светодиод означает, что заряда меньше половины. То есть, какое-то время еще устройство проработает, но лучше в ближайшее время его поставить на зарядку. Если вы видите один зеленый светодиод, значит заряда больше половины. Два зеленых — это полный заряд. Таким образом, вы всегда можете понимать, какой заряд у вас остался и при включении, и при выключении реквизита. То есть вы нажали и увидели, что у нас сейчас полный заряд. Мы можем использовать реквизит без каких-либо ограничений. Заряжается реквизит через USB кабель Type-C, такой же, как на большинстве современных телефонов. Вместе с реквизитом вы получаете вот такой кабель. Обычный кабель USB Type-C, и используйте его для зарядки. Давайте попробуем поставить наше устройство на зарядку. Для этого необходимо использовать зарядное устройство с выходным током на одно устройство в 2 ампера. Зарядное устройство в комплект не входит, но я думаю, вы без труда его подберете. Для того, чтобы зарядить устройство, нам нужно подключить кабель к зарядному устройству, а затем подключить их к нашему реквизиту. Давайте сделаем это. Мы подключаем кабель к разъему одного устройства и давайте также поставим на зарядку второе устройство. То есть подключаем USB кабель к нему. После подключения кабеля мы с вами видим индикацию подключения к зарядному устройству. После того, как мы подключили устройство к зарядке, нам необходимо нажать на кнопку непродолжительное время. Просто нажимаем до отображения индикации заряда. То же самое повторим на втором. То есть нажали, увидели индикацию заряда, значит зарядка у нас началась. В процессе зарядки эта индикация будет моргать. Она также отображает текущий уровень заряда и позволяет нам в любой момент оценить, насколько наш реквизит зарядился. Когда реквизит полностью зарядится, вы увидите 2 зеленых светодиода, а индикация перестанет моргать. После этого вы можете отключать зарядку от реквизита. Давайте отключим. Мы рекомендуем заряжать реквизит каждый раз после использования. Это позволит вам держать реквизит всегда наготове, а также продлит срок службы аккумуляторов. Теперь давайте поговорим о самом сложном, о том, как менять программу на реквизите. Управление и настройка реквизита производится по беспроводной связи Wi-Fi. То есть каждый раз, когда вы включаете реквизит, у вас появляется специальная Wi-Fi сеть, и вы можете к ней подключиться для настройки и смены программы.
вы можете управлять реквизитом через специальный веб-интерфейс, который работает в любом современном браузере. Как правило, он уже установлен на большинстве устройств, таких как смартфоны и компьютеры, поэтому дополнительно скачивать никаких программ не потребуется. Давайте попробуем поменять программу на наших устройствах и посмотрим, как они управляются через беспроводную связь. Я покажу это 3 разными способами. Если какой-то из способов у вас не будет работать, обязательно попробуйте другой. Итак, для первого способа я возьму Android смартфон. Перед тем, как подключаться к устройству, его нужно, конечно же, включить. Все то же самое. Мы нажимаем и удерживаем кнопку до момента включения устройства. То же самое делаем на втором. После того, как включилось, можно перевести устройство в режим ожидания. Это позволит вам экономить заряд, пока вы составляете программу или управляете реквизитом. Я включу запись экрана, и она будет у вас где-то слева, чтобы вы видели, что я делаю на телефоне. Итак, для того, чтобы подключиться к реквизиту, нам нужно найти Wi-Fi сеть. Для этого заходим в настройки Wi-Fi и ищем сеть с названием PixelNet. Нам нужно подключиться к этой сети. Для этого нажимаем на нее. И у нас запрашивает пароль доступа к этой сети. Стандартный пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после этого нажимаем кнопку «Подключить». После того, как мы подключимся к реквизиту, у нас появляется окно быстрого доступа. Здесь мы можем управлять воспроизведением. Есть соответствующая кнопки Play и Stop. То есть, если мы нажимаем кнопку Play, у нас начинается воспроизведение на реквизите. Если мы нажимаем кнопку Stop, воспроизведение останавливается. Также есть кнопка перехода в основной интерфейс управления реквизитом. Если вы нажимаете ее, у нас открывается страничка браузера, в котором мы можем уже полноценно управлять реквизитом. Здесь есть такая же кнопка Play. Давайте нажмем ее. Как видите, уже в основном интерфейсе при запуске воспроизведения одновременно у нас играет музыкальная композиция. Также здесь есть трек-бар для перемещения по этой композиции. То есть мы можем выбрать нужное место. Перемещаться можно как на паузе, так и во время воспроизведения. И, соответственно, выбирать нужное вам место в музыкальной композиции. Кроме того, в основном интерфейсе вы можете поменять программу, состоящую из картинок, которые загружены на реквизит. Для этого нужно нажать кнопочку AI слева от кнопки воспроизведения. После того, как вы ее нажимаете, у вас открывается окно умного режима составления программ. Здесь вы можете увидеть текущую программу, которая загружена уже у вас на реквизит. По центру отображается именно она, на те картинки, из которых состоит эта программа. Если вы хотите что-то поменять в этой программе, вы можете любой из не понравившихся режимов перелистнуть влево или вправо. Соответственно, справа или слева у вас предложены альтернативные варианты, которые вы можете заменить те картинки, которые вам не нравятся. Также здесь вы можете составить абсолютно новую программу, заменив старую. Для этого достаточно нажать кнопочку «Составить», после чего у вас интерфейс предупредит о том, что старая программа будет потеряна. Вы подтверждаете замену старой программы, и у вас начинается автоматическое составление уже новой программы. Составление
занимает некоторое время. Соответственно, после того, как составилась, вы ее можете увидеть здесь. Если вам все нравится, и вы готовы сохранить результат составления, то нужно нажать соответствующую кнопочку «Сохранить». Пока вы это не сделали, у нас по-прежнему на реквизите загружены старые программы. Мы нажимаем кнопочку «Сохранить», и мы видим, что у нас происходит сохранение составленной программы на реквизите. Соответственно, реквизит моргает зелеными светодиодами о том, что программа загрузилась. А в интерфейсе, чуть выше кнопок, вы можете увидеть в строке состояния, что ваша программа сохранена на 2 устройства. Это также подтверждает то, что программа загрузилась. После того, как программа загружена, вы можете закрыть окно умного режима составления программ. Для этого можно нажать кнопку «Закрыть» внизу окна. Здесь вам будет предупреждение о том, что несохраненные изменения в программе будут потеряны. Мы все с вами сохранили, поэтому нажимаем кнопку «Подтвердить». После этого мы можем проверить, как загрузилась наша программа. Для этого нажимаем кнопку «Воспроизведение» и видим, что программа запустилась на устройствах. Также мы видим миниатюру картинок, загруженных в центре кружка, что, соответственно, нам помогает ориентироваться в том, какие картинки загружены и воспроизводятся в данный момент на реквизит. После того, как вы сохранили новую программу, вы можете отключиться от реквизита. Но перед этим рекомендую сделать одну важную вещь. Вам нужно зайти снова в настройки Wi-Fi и в настройках сети PixelNet отключить автоподключение. Для этого мы снимаем галочку «Автоподключение» и подтверждаем выбор. Теперь, когда вы отключитесь от устройства, для этого просто нужно отключить Wi-Fi и включить его снова. При этом у вас автоматически смартфон не будет подключаться к реквизиту, и вы можете к нему подключиться только тогда, когда вам это необходимо. Для этого уже достаточно будет просто нажать на сеть PixelNet. Мы нажимаем на нее, и у нас автоматически открывается окно быстрого доступа. Соответственно, так вам будет удобнее заранее знать, что вы подключились правильно. Давайте отключимся от реквизита, и я покажу вам следующий способ уже через другое устройство. Для второго способа я возьму iPhone и уже покажу, как можно сделать с помощью iPhone. Здесь все то же самое. Давайте я включу запись экрана. И нам нужно сделать то же самое. Нам нужно сначала подключиться к устройству по Wi-Fi. Для этого заходим в настройки Wi-Fi и находим сеть PixelNet. PixelNet нажимаем и вводим пароль. Напомню, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем «Подключиться». Здесь у нас также выходит окно быстрого доступа. Ну, давайте с вами представим, что у нас по какой-то причине это окно не появилось, или мы его с вами случайно закрыли. Соответственно, после этого у нас есть возможность открыть основной интерфейс вручную. Для этого нужно открыть веб-браузер. На iPhone это Safari. Я открываю веб-браузер и в адресной строке набрать адрес интерфейса управления нашим реквизитом. Это два варианта адресов. Один вариант это pixel.local, а второй вариант 192.168.4.1.
После того, как мы набрали адрес, мы переходим по адресу интерфейса. Соответственно, у нас загружается интерфейс управления реквизитом. Здесь мы также можем управлять воспроизведением. То есть мы можем нажать кнопку Play, остановить воспроизведение. И также мы можем изменить программу, которая загружена на наше устройство. Для этого нажимаем кнопочку AI, и открывается у нас все тот же самый интерфейс составления программ. Здесь давайте мы нажмем кнопочку «Составить», подтвердим наш выбор, подождем, пока умный интерфейс составит нам новую программу, и после этого также сохраним ее на наше устройство. Нажимаем кнопку «Сохранить». Мы ждем некоторое время, видим зеленые светодиоды на устройствах, и также в строке состояния мы видим, что ваша программа сохранена на 2 устройства. Соответственно, после этого мы можем закрыть окно умного режима составления программ и также проверить, как наша программа загрузилась на устройство. Нажимаем «Воспроизведение». И также видим, что картинки отображаются в кружке и отображаются на нашем реквизите. На iPhone рекомендую сделать то же самое, что мы сделали в первый раз. Зайдите в настройки Wi-Fi. И также в настройках PixelNet отключите автоподключение к данной сети. И тогда, когда вы отключитесь от реквизита, при следующем подключении у вас сеть не будет автоматически переключаться на Wi-Fi. И вы можете сделать любой необходимый для вас момент. Вы нажимаете, и у вас открывается окно быстрого доступа. Давайте отключим iPhone, и я покажу, как управлять реквизитом третьим способом. Для третьего способа я возьму ноутбук с операционной системой Windows. Принцип тот же самый, что и в предыдущих 2 способах. Нам нужно подключиться к реквизиту по Wi-Fi. Для этого мы открываем настройки Wi-Fi и ищем там нашу сеть PixelNet. Убираем галочку «Подключаться автоматически» и нажимаем «Подключиться». Здесь вводим ключ безопасности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и нажимаем «Далее». Ждем некоторое время, когда наша сеть подключится, и после этого переходим в браузер. Я рекомендую использовать браузер Chrome, в нем все будет точно работать, как это должно. В адресной строке нам нужно ввести адрес. Напоминаю, варианта 2 я введу адрес pixel.local. У нас также происходит загрузка веб-интерфейса. После того, как он загрузился, мы можем управлять воспроизведением. Также нажимать play и паузу. Также можем составлять программу. Давайте попробуем заменить программу на новую. Также нажимаем кнопку «Составить», подтверждаем наш выбор и ждем какое-то время, когда программа составится. После этого снова нажимаем кнопку «Сохранить». Ждем, смотрим на устройствах, идет загрузка. Видим зеленые светодиоды, значит, программа загрузилась. А в строке состояния мы видим, что программа сохранена на 2 устройства. После этого мы можем закрыть окно и проверить, как программа воспроизводится на реквизите и в веб-интерфейсе. Давайте отключимся от реквизита. Для этого нажмем «Настройка Wi-Fi «Отключиться» и подведем итоги того, как нужно
менять программу. Для того, чтобы поменять программу или управлять реквизитом по Wi-Fi, нужно сначала в первую очередь его включить. После этого вам нужно подключиться по Wi-Fi с помощью смартфона или компьютера к реквизиту. Для этого вы находите сеть Pixel.net, подключаетесь к ней, вводите пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И если у вас открылось окно быстрого доступа, управляете реквизитом через него или переходите в основной интерфейс. Если окно быстрого доступа не открылось, то вы уже вручную открываете веб-браузер и вводите адрес pixel.local или 192.168.4.1. И таким образом открываете основной интерфейс и уже управляете реквизитом, либо меняете программу. И нам с вами осталось разобраться с последним, что делать в непредвиденной ситуации. Если реквизит, на ваш взгляд, ведет себя некорректно, например, он завис или не реагирует на нажатие, вы всегда можете произвести его сброс. Для этого нужно найти кнопку сброса. Она находится рядом с основной кнопкой в отверстии. Давайте для наглядности я включу устройство и попробуем сбросить устройство. Для этого нужно использовать зубочистку или скрепку. Я воспользуюсь зубочисткой. И в отверстии вам нужно нажать специальную кнопочку для сброса устройства. То есть мы нажимаем, устройство у нас выключается. И то же самое мы можем сделать на втором. Также у нас устройство выключилось. При этом все настройки работы устройства сохранятся. И при следующем включении все произойдет в штатном режиме. Реквизит должен работать так, как это задумано. Итак, сегодня мы с вами узнали, как включать и выключать реквизит, как выбирать режим его работы, как заряжать реквизит, как менять программу и что делать в непредвиденной ситуации. Если для вас это было несложно и, в принципе, хотелось бы получить больше возможностей, обязательно посмотрите видеоурок следующего уровня сложности. На этом все. Спасибо за внимание.